Итак, я посмотрел много роликов, все они в основном о хайпе, истерии, нагнетающей трагической музыке и поверхностных рассуждений. Давайте так, мы сейчас вам расскажем, без всяких истерий и хайпа, да, есть что рассказать, есть чем успокоить. И есть чем расстроить. Сейчас вы узнаете, что такого творится в Китае, от чего постоянно всплывает там новая инфекция. Зачем вирусы убивают своих носителей? От каких животных нужно ждать конец света? Что такое болезнь X? И что может быть страшнее Эболы? Почему вирусы эволюционируют, когда они вроде не живые? Как средневековая чума дала защиту против современного ВИЧ? И может ли хакер написать органический вирус, смертельный для человека? На момент записи этого видео я, слава богу, здоров. Температура там 36,5, что-то такое. Да, это нормально для меня температура. Все в норме, но прошло всего лишь 5 дней, а инкубационный период 2 недели. Мне поэтому еще стоит опасаться. Ведь я вернулся из Таиланда, и там все на нервах. Все в аэропорту Бангкока в масках. Неважно, помогают они или нет, людям так спокойнее. И мне так спокойнее. Все опасаются попадания внутрь китайского вируса. Вот он, коронавирус. Это нечто на грани живого и неживого. У него нет собственных клеток. По жизни у него очень простая цель – размножаться. Для этого он использует чужие клетки. Пробравшись в клетку, он получает доступ ко всем ее механизмам, и человеческие клетки ненавидят такую наглость. И да, этот вирус не тот, что бушует в Китае. Нет, все коронавирусы выглядят одинаково. Коронавирусы для ученых как старые друзья-мудаки, с которыми они встречаются время от времени. У всех у них есть одна особенность – шипы по краям, похожие на корону или солнечную корону при затмении. Они используют их как отмычки, чтобы взломать оболочку наших клеток и проникнуть внутрь, ведь только в клетках они могут размножаться. Обычно коронавирусы вызывают простую простуду. Так почему же новый вирус, вместо того, чтобы вызвать сопли или кашель, вызывает жидкость в легких и убивает людей? Дело в том, что у знакомых вирусов появляются новые породы со временем, или штаммы. В этот раз мы имеем дело со штаммом 2019 nCoV, а болезнь официально называется вот так. В чем особенность этого вируса? Этот коронавирус не просто сидит на слизистой носа, нет, а лезет глубже, в легкие, проникая без труда в альвеолы, мельчайшие пузырьки, через которые мы дышим. Они заполняются жидкостью, и человек начинает задыхаться. Но парадокс, который не дает мне покоя, вот в чем. Убивает людей не коронавирус, а их собственный организм. При заражении инфекцией организм любыми путями пытается остановить размножение инфекции. Иногда доходит до безумия. Зараженные клетки массово начинают жертвовать собой и расплавляются изнутри. Как если бы в ваш дом залезли грабители, а вы для самообороны взорвали бы газ. Но чаще организм раскаляет больной участок, чтобы вирусу было некомфортно там жить, и отправляет туда все защитные клетки. Это называется воспалением. Это реакция нашего организма. Это его война с вирусом. Представьте пылающую линию фронта под Сталинградом, где фашисты — это вирусы, а наши войска — это иммунитет. Поэтому так там жарко. При этом наш мозг может поднять температуру тела во всем теле. При этом перестараться. До опасных там 40 градусов он может поднять температуру тела. И вот тогда мы пьем жиропонижающее. Именно поэтому, чтобы ему сказать эй, ты чего, парень, охлади пыл, да, убивай не меня, убивай вирусы, твою мать. Но проблема с коронавирусом в том, что иммунитет еще не знает врага в лицо и пытается победить его не хитрой тактикой, а тупо закидать пушечным мясом. Из сосудов выходит туча защитных клеток вместе с жидкой частью крови. Ее организм отправляет на борьбу с вирусом, но она и убивает, заполняет альвеолы в легких, не давая им дышать кислородом. По итогу человек задыхается, захлебывается в собственной жидкости. Чистое самоубийство. Итак, в смертях от коронавируса виноват не он сам, да? А дикая реакция нашего иммунитета. Ох. Вот. Ладно, окей, это выяснили. Откуда пришел вирус? Откуда все началось? Меня пугает одна из теорий. В Ухане, вот на этом рынке, стартовала эпидемия. И этот рынок находится прямо вот около института с вирусами. Вот здесь, Как иронично, да, и близко к месту работы. Посмотрите видео от Vice, из которого становится понятно, что если есть ад для животных,
то выглядит он вот так. А внутри мешка собака. Смотрите, здесь какие они добрые, нежные к собакам. А вот они везут их на мопеде. Очень хочется верить, что коронавирус обратил внимание на рынки диких животных. Генетический код вируса быстро расшифровали, и индийские ученые нашли там точно такие же фрагменты, что и атипичной пневмонии и ВИЧ-инфекции. А это значит что? Что произошло не случайно. Типа китайцы сами создают патогены для своих зловещих целей. Иногда у них происходят утечки. Только такие короткие кусочки кода можно найти и в куче других вирусов, которые появлялись в разное время и в разных местах. Это как подозревать в родстве двух совершенно разных людей только лишь потому, что у обоих есть нос, руки и голубые глаза. Да, не очень справедливо. На самом же деле, все самое опасное приходит к нам не из лабораторий, нет, а из лесов. Смотрите, это места, где появились страшнейшие микробы на планете. Проводим линию и понимаем, что больше всего их рядом с экватором. А в тропиках и субтропиках люди живут ближе всех к диким животным. У нас на улице что, да, вот выходишь, кто там, голуби, да, воробьи, крысы, собаки да кошки, все, ну как бы. А в экваториальных странах ты выходишь из дома, и вот у тебя уже по обезьяна пробежала, вот здесь пролетела летучая мышь, здесь по дороге ползет змея. И это то, что я видел своими глазами просто вот в эту поездку. Очень все близко. Все эти животные, да, как резервуары для вирусов. При этом внутри этих животных они не вызывают никаких страшных болезней. Они просто внутри эволюционируют и прокачиваются. Благодаря прошлому выпуску про бактерии мы знаем, что бактерии эволюционируют очень быстро. А вот вирусы копируют себя в 1000 раз быстрее бактерий. То есть они постоянно при каждом копировании меняют свое ДНК с ошибками. Вот эти ошибки — это и есть мутация. Чтобы вы понимали, как мутирует ДНК, вот простой пример на человеке. Смотрите, я могу шевелить ушами, да? За эту способность отвечает определенный ген. И этот ген передался мне через моих предков, там, которые могли шевелить ушами миллионы лет назад, да? Это их, возможно, спасало каким-то образом. Да, они слушали опасности. Да. Вот чтобы способность эту потерять, я должен передать свои клетки детям, дети своим детям и так далее, и так далее, и так далее. И вот во всей этой передаче должны быть мутации, которые уничтожат этот ген, то есть уничтожат часть моего генома, то есть переделают часть моего генома. На это уйдет 1000 лет. Вот так мутирует ДНК человека, да? Очень медленно. А вирус копирует свой геном в миллионы раз быстрее, чем я свой. Так, через несколько лет он получает совсем новый геном. А новый геном — это набор новых отмычек. И когда они опять перекидываются от животного к человеку с новыми отмычками, человеческая защита его не узнает, и вирус устраивает внутри нас настоящий террор. Из всех коронавирусов только 7 штаммов научились делать такие прыжки, включая новый, китайский. Пара из них раньше уже устраивала мощные эпидемии, о которых СМИ писали, мол, все, нам конец, человечество точно вымрет. Это вирус ближневосточного респираторного синдрома или МЕРС и вирус атипичной пневмонии, SARS. Первый перескочил на людей от верблюдов в Саудовской Аравии. А второй, вот так сюрприз, в 2002 году мутировал в Китае. От маленьких зверьков цивет он перешел на работников ресторана, которые их готовили в еду. Почему они их едят? Ну, наверное, вкусно. Китайцы традиционно едят много чего. Вот запеченная летучая мышь, например. Как-то так. Часть Китая находится в субтропиках, и вместе с людьми живут сотни разных зверьков. Они их ловят живьем и продают на рынках. Как раз в Ухане один из таких рынков. Там могло оказаться животное, которое укусило летучую мышь. Это животное могло укусить китайца прямо на рынке. Достаточно просто постоять рядом с клеткой. Едят китайцы всей семьей, да, по 10, по 15 человек. Они собираются каждый вечер ужинать. Традиция хорошая, да. Но и вирус быстро передается родственникам. А из-за того, что они живут очень тесно, из-за плотности населения, вирус накрывает сразу целые районы и города. И стало известно, что ДНК вируса на 96% похож на коронавирус летучих мышей, но оставшиеся 4% нам говорят, что в ДНК есть цепочка мутаций от другого животного. Это может показаться странным, но самый массовый переносчик всех болезней, который может уничтожить вообще нафиг все человечество, это не крысы и не тропический комар. Нет, это летучие, мать их,
мыши. Они спят друг к другу еще ближе, чем китайцы, и меняются вирусами между собой лучше остальных. Перелетают на огромные расстояния и являются основным инкубатором для 60 вирусов, опасных для человека. А китайцы едят их целиком, как Оззи Осборн. Прямо с волосиками, смотрите, и с зубками, господи, боже мой. Эти же зверьки виноваты в атипичной пневмонии, в эболе и в других тропических лихорадках. Самое интересное, что иммунитет мыши так тонко настроен, что сама она этим не болеет. Нет, она переносит. Это как биологическое оружие, да, с вирусом внутри. Когда мышь летает, ее тело разогревается до 40 градусов. Не все вирусы выносят такую температуру, но те, которые адаптируются, потом могут легко выживать в нашем организме с несчастными нашими 38 градусами. А теперь все в голове у нас, да, уложилось. Да, я надеюсь, вы поняли, как работают вирусы. А теперь давайте поймем, как их лечить. Спасибо. Ухань? Ухань? Это что, Салика, держалка твоя, Ян, пришла, походу. Ухань. Ухань. Ты заказывал, нет? Смотри, я белизну принес. Там хлорка есть. 你想点什么菜？我昨天吃过披萨了。所以你们今天开到几点？今天天气很好，我下午去了游泳池，晚上去看了电影，我早上还学习了。我早上还学习了，我过得很愉快。今天天气很好。今天天气很好，我们的销售额持续平稳增长，晚上去看了电影。那么今年的销售额将会超过去年。我下午去了游泳池，晚上去看了电影。从这张表可以看出，我们在4月和8月的促销活动。是的，但这种反弹效应是在所难免的。现在，请看左边的表。 Посылка из Китая идет больше 2 недель. А коронавирус вне организма живет несколько часов. Да? Вот что написано на сайте ВОЗа. Черным по белому написано, что вирус остается жизнеспособным недолго. В течение нескольких часов. Поэтому можно спокойно открывать. Хлорка не нужна. Достаточно обычных классических мер предосторожности. Да? Пришла к вам одежда, постирайте. Посуда облейте кипятком. Остальное, протрите мылом или спиртом. Все. А что еще может быть вам приятно? Что вот, например, у меня в этой посылке не только мой заказ, но еще и кэшбэк. Вроде бы сумма небольшая, да, но это мои деньги, и глупо было их не вернуть. Мне их вернул Letyshops, и с ним можно в год вернуть от 5 до 10 тысяч рублей. Letyshops, кстати, защищает вас еще от одного воспаления. Это от воспаления хитрости продавцов. Да, любят они перед праздниками завышать цены, а потом скидывать их типа распродажа. Устанавливаем расширение от Letyshops и видим, как реально менялась цена. Больше вас никто не обманет. А если вы комнатный сыч и боитесь выйти в людные места, где вирусы, да, чтобы не подцепить, пожалуйста, сидите дома и дальше, но заказывайте продукты из Перекрестка. Также с кэшбэком от Letyshops. Очень приятно возвращать свои же деньги. Бронируйте отели на букинге, пожалуйста, покупайте технику в видео. По ссылкам переходить не надо, вот это вот что очень круто, да, все делает расширение в браузере. Магазинов более 2000 штук, и в каждом у вас будет приятный кэшбэк от Letyshops. Так что не бойтесь посылок из Китая и возвращайте то, что по праву ваше. Вместе с Letyshops. По ссылке в описании у вас расширение, устанавливайте, все очень легко. А мы продолжим. И вот мы наконец пришли к той части ролика, которая останется в памяти у вас, очень надолго засядет в голове, и вы будете передавать ее по наследству. Вам пора узнать кое-что о противовирусных препаратах. Противовирусные препараты не разрушают вирусы. От слова совсем. Они их не убивают.
когда вирус просто плывет по организму и еще не захватил клетку, он напоминает свернувшегося панголина, а антивирус — льва. Такая вот неловкая картина, смотрите. Лекарству не за что его как бы укусить и зацепиться. То есть вирус не проявляет активность, за которым охотится лекарство. Другое дело, когда вы сюда вот чеснок вешаете. Вот лук, чеснок вот сюда. Это просто невероятно. Это убивает вирусы гильотиной. Надо сесть, подышать. Так вот. Так. Вот так вот. И вот так вот. Так надо делать. И тогда никакие вирусы не проходят. Нет, маски не нужны. Антивирусы либо просто прокачивают нашу иммунную систему, либо не дают копировать вирусу себя уже внутри клетки. Самые надежные противовирусные придумали от ВИЧ и гепатитов. И я говорю надежные, потому что большая часть того, что продается от простуды и гриппа, а на самом деле не имеет доказанного эффекта. Рекламу я им делать не буду, но тот самый вот препарат на букву А на конце ОЛ, а между ними, по-моему, прикол, понимаете, прикол, да? Угу. У нас его всем прописывали от гриппа, хотя массовые клинические тесты он не проходил. Всемирная организация здравоохранения вообще рекомендует только 2 противовирусных средства от гриппа, а американские центры по контролю заболеваний 4. Они супер мощные, у них куча побочек и прописывают их лишь в самых тяжелых случаях. Ссылки только для ознакомления оставлю в источнике. Не нужно покупать их без назначения врача. Есть только один на 100% надежный защитник против вирусов. Это наш иммунитет. Все. Вот нет ничего надежнее. Но почему тогда он не может справиться с коронавирусом? Потому что он с ним не знаком. Задача ученых и врачей — познакомить патоген с нашим иммунитетом. Как это сделать? С помощью вакцин. Вакцины — это когда ученые обезвреживают вирус или отрезают от него кусок, а затем посылают внутрь нас, чтобы познакомить с ним наш организм. Дают нашему иммунитету что-то вроде фоторобота. Одни клетки запоминают этот вирус и при его следующем визите пометят его антителами, а другие клетки увидят эти антитела, то есть метки для них, и сразу же бросаются в атаку. То есть организм сам учится бороться, и от пациента требуется только не сдохнуть. Да, пока прокачивается иммунитет. И вот для того, чтобы вакцину найти, требуется очень много времени. Например, для Эболы вакцину разрабатывали, безопасную вакцину для Эболы с тестами разрабатывали 43 года. 43 года, господи боже мой. А почему так долго? Нужно было найти внутри вируса те самые гены, которые отвечают за отмычки, взламывающие наши клетки, а затем создать безопасного двойника вируса с такими же отмычками. Новый коронавирус — это не первая и не последняя пандемия. То есть пандемии ученые этим словом называют эпидемией, которую невозможно остановить, удержать на одном континенте. Вот. Люди социальные, они быстренько туда-сюда перемещаются, и все, и поехали. Их будет еще много. Эволюция вирусов не стоит на месте. Поэтому Всемирная организация здравоохранения в списке самых опасных вирусов, от которых нет лекарств и вакцин, поставила на последнюю строчку болезнь X. Это кодовое обозначение инфекции, которая еще не появилась, но точно возникнет. Как бы мы ни развивали медицину, всегда есть опасность болезни X. Всегда. То есть почему? Потому что вирусы постоянно меняют своих носителей. Они постоянно мутируют. От обезьяны к верблюду, от верблюда к летучей мыши, от летучей мыши к змее и так далее. Пока не достигнут конечную цель — нас. Мы их лакомый кусочек. Почему? Потому что мы тут же разносим все, мы социально, тут же разносим все по всему миру, да, и заболевших носителей становится огромное количество. Чем больше вирус заразил, тем больше он живет в этом мире. Это его главная задача — размножиться. Например, если вирус заражает свиней, то это 1000 свиней. Поняли, что свиньи заразны, их убили, их похоронили. И в целом свиньи-то никуда не бегут, да, они по миру не летают, они не покупают путевки в Турцию и прочее, и не разносят вирус. Это как-то локально. А вот люди — это очень лакомый кусочек для вируса. Тут же быстренько хоп, и разнесли по всей планете. Хорошо. Но за всем этим хайпом с коронавирусом мы как-то забыли, что долгое время рядом с нами живет зараза, которая уничтожает по сотни тысяч людей в год. И мы при этом не боимся ее. Мы как-то к ней привыкли. Это вирус гриппа. Он чемпион по смене носителей. Его переносят лошади, утки, свиньи.
Как будто весь животный мир решил нас заразить. На его поверхности есть два белка. Один помогает попасть внутрь клетки хозяина, другой – выйти из нее, чтобы изнасиловать другую клетку. Если кто-то и истребит человечество, то это будет грипп, потому что легко передается и безумно быстро эволюционирует. Даже простой сезонный грипп в год заражает миллионы людей, убивает до 600 тысяч. Я уже не говорю просто про опасные штаммы. Почему так получается? Если два штамма гриппа попадут в одну и ту же клетку, то они могут обменяться этими белками на генном уровне и дать совсем новый вирус, против которого еще нет вакцины. Поэтому на счету гриппа уже 4 пандемии. Во время самой крупной из них, испанского гриппа, заболела треть населения Земли, а умерло больше 50 миллионов за 2 года. А вторая и третья пандемии вместе унесли 2 миллиона жителей. И начались они где? В Китае, да? Я уже ничему не удивляюсь. Но что более страшно, технологии прямо сейчас позволяют хакнуть какой-нибудь известный вирус. Например, оспу, которая в какой-то момент убила 300 миллионов человек. И сделать ей мощный апгрейд в ее ДНК. Представляете, хакеров, которые угрожают не серверам, а людям. Компьютерный вирус WannaCry имел размер 224 килобайта. Это 1 миллион 800 тысяч нулей и единиц. Вирус оспы зашифрован не двоичным кодом, а комбинацией буквы А, С, Т и G. Так обозначают органические кирпичики информации в ДНК. А – аденин, G – гуанин, С – цитозин и Т – тимин. Но смысл как бы тот же, их можно создать искусственно. Всего в коде будет около 400 тысяч символов. Это гораздо меньше, чем нужно для написания компьютерного вируса. Вдумайтесь. Сам набор генов можно найти в открытом генетическом банке. ОСПА скачать бесплатно, без регистрации и СМС. Все. Канадские ученые уже выложили в интернет инструкцию по созданию вымершей разновидности ОСПы. Они купили фрагменты ДНК, соединили их в нужном порядке внутри клеток кролика, и вирус ожил. Как Франкенштейн. Воскрешение такого вируса канадцам стоило $100 тысяч. Да, вполне себе приемлемая сумма для каких-нибудь идиотов или террористов. Я хочу, чтобы вы уяснили, что вирусы — это не зло. В нас они видят комфортные условия для размножения и прокачки. Да, как вот мы уезжаем в комфортные условия, в теплые страны заниматься йогой. И вирусы прокачивают не только себя, но еще и нас самих. Они могут изменять нашу ДНК, встраивать свои гены в наши клетки, которые мы передаем своим детям. За возможность матери кормить ребенка в утробе отвечает ген, который вирус когда-то добавил в ДНК приматов и человека. Если бы не вирус, никто бы из нас не появился бы на свет. Вирусы дарят нам смерть, но получается, еще дарят и жизнь. Чума в 14 веке, которую назвали «черной смертью», убила не всех. Выжили люди с редкой мутацией, и они оставили потомство. Благодаря этой мутации сегодня 10% европейцев имеют врожденный иммунитет к ВИЧ-инфекциям. Как вам такой подарок от предков? Каждый новый вирус в начале своей истории мог убивать целые поселения. Даже обычная простуда. Но если вирус убивал своего носителя до того, как он передаст его кому-то еще, то инфекция тоже умирала. Для нее это был тупик эволюции. Ведь человек — это не только главный босс в реальной игре Plague Incorporated, но и отличная возможность за считанные недели захватить целые континенты планеты. У вирусов нет задачи убивать как можно быстрее и как можно больше, а наоборот, со временем выживают все менее агрессивные штаммы, например, герпес, да, которые дают возможность своему переносчику жить как можно дольше и заражать как можно больше особей. И наша с ними война никогда не закончится. Вирус в Китае — это лишь очередное сражение. И если брать во внимание, что вирусы — это нечто, что не стало живой клеткой, то я вправе думать, что именно так и выглядит самая долгая война в истории. Война живого и неживого. Давайте сделаем это видео вирусным. Поставьте лайк, нажмите поделиться, нам будет приятно. И как обычно, берегите себя, прокачивайте свои мозги. Пока.
Ребята, все тонкости, как уберечь себя от вирусов и как правильно мыть руки, да, вот такие вот маленькие детальки, которые будут приятны вообще в целом по жизни, они научат вас многому. Они в нашем телеграме. Пожалуйста, заходите туда, ссылка одна из первых в описании. Ждем вас там, тем более, что каждый день в нашем телеграме приятно прокачивать свои мозги. В общем, будет полезно. Ссылка внизу. Спасибо.